Привет, уважаемые любители ArduPilot. Сегодня я расскажу о такой потрясающей функции ArduPilot, как симуляция. В отличие от iNav и прочих других полетных контроллеров, ArduPilot имеет встроенный симулятор, который позволяет посмотреть, как поведет ваша модель себя при определенных настройках и в определенных ситуациях. Запускается это следующим образом. Нажимается кнопочка Simulation и запускается симуляция какого-то аппарата Plane, Rover, мультиротор или helicopter. В данном случае я запущу симуляцию самолета Plane. Нажимаю на этой иконке, скачиваются необходимые файлики, запускаются, и перед нами запускается подключение к этому автопилоту. В этом видео я расскажу о первых шагах симуляции. Это запуск прошивки, взлет, посадка и, пожалуй, на этом все. Полетник запустился. Можно увидеть, что текущая прошивка это 4.2 Dev используется, то есть функции, все полетные режимы и работа EKF будет работать так, как работает в 4.2.0 Dev. Это нужно знать и понимать. Далее, чтобы запустить самолет, необходимо установить режим, допустим, Take Off и заармить его. Нажимаю Arm, и он должен взлететь. Так, режим мануал. Вот, я нажал кнопочку установить режим, и он начал набирать высоту и совершает Take-Off с заданными параметрами. То есть на карте можно посмотреть, как это выглядит. Давай посмотрим, как он отреагирует, если я изменю некоторые настройки. Допустим, я изменю параметры тейк-оффа. Давай take-off distance поставлю 1000 метров. И take-off alt пускай будет 500 метров. Жму в Write Params, и параметры записались. Параметры записались именно вот эту вот прошивку симуляционную. Как видно, сейчас в режиме тейк-оффа он у меня парит где-то вот над проезжей частью. Так, сейчас я сделаю следующее. Я перезагружу полетный контроллер. Сочетание клавиш Ctrl-F вызывает вот эту вот менюшку. И нажимаю Reboot Pixhawk. Раньше работал. Сейчас почему-то не работает. Хорошо, делаю дизарм. Он должен упасть. Все, видимо, в режиме ARM не дает ребутать Pixhawk, либо это просто глюк Motion Planner. Так, я перезагрузил, по сути, полетный контроллер, и по идее, сейчас жму снова Connect, и он снова подключается к этому симулятору. И как видно, он снова запустился в домашней точке. Снова ставлю режим Take-Off и нажимаю ARM. Он запускается. Сейчас посмотрим, как будет работать Take-Off. Напомню, что я Take-Off Distance поставил 1000 метров и Take-Off Alt 500 метров. Как видно, сейчас он полетел уже в другую сторону. Точнее, не в другую сторону, а дальше. Высота видно 100 метров. Дальность 410 метров осталось до начала до начала лойтера. Вышел на дистанцию тейк-оффа и начинает кружить. Вот так можно вносить изменения в конфигурацию и смотреть, как это отражается на полете. И нет особой нужды ставить эксперименты на реальном аппарате. На этом первая часть подходит к концу. В дальнейших частях я расскажу и покажу другие функции симулятора. Чтобы не пропустить, подписывайся на канал, ставь лайк, колокольчик и делись этим видео с друзьями. Пока-пока.